полностью объем радиоактивных отходов мы свести, к сожалению, не можем. Но, опять же, мы на сегодняшний день умеем обращаться безопасно с большинством типов радиоактивных отходов. Ядерная энергетика — это не тот случай, когда мы построили какое-то производство с радиоактивными веществами, вывели трубу в ближайшую речку, и туда сливаются, не знаю, радиоактивные отходы. Вся ядерная отрасль — это очень ответственная отрасль с точки зрения снижения экологического вреда. И радиоактивные отходы мы снижаем, мы стараемся снижать их количество, их опасность и сделать все возможное, чтобы не оставлять проблему с радиоактивными объектами не только для нас, но и для следующих поколений. И мы сравниваем опасность или уровень излучения, скажем так, с природной урановой рудой. То есть суть такая, что природная урановая руда принимается за некий референс, то есть вот опасность урановой руды мы принимаем за единицу. Да, а опасность отработавшего ядерного топлива составляет 1 миллион или 10 миллионов единиц от урановой руды природной. И когда уровень опасности вот этого отработавшего ядерного топлива или уровень излучения сравняется с природной урановой рудой, вот мы говорим тогда, что все, но в данный момент уровень опасности он снизился до природного. Да? И когда мы говорим, что свежее отработавшее ядерное топливо опасно в течение миллионов лет, мы подразумеваем, что вот снижение до вот уровня природной урановой руды будет происходить в течение миллионов лет. Но когда мы перерабатываем отработавшее ядерное топливо, мы долгоживущие компоненты стремимся сжечь в реакторах. Что значит сжечь? Это либо такие элементы, как уран и плутоний, они делятся и превращаются в короткоживущие продукты деления. Либо мы с помощью слова как трансмутация, некий такой алхимический термин, мы переводим долгоживущие радионуклиды в короткоживущие радионуклиды за счет ядерных реакций с нейтронами. И таким образом мы все долгоживущие компоненты отработавшего ядерного топлива превращаем в короткоживущие. И тогда вот эта скорость снижения уровня облучения, она становится гораздо выше. И нам нужно не 1 миллион лет ждать, чтобы снизить уровень опасности, а понадобится 300 или до 1000 лет. Стоит также отметить, почему нельзя добиться вот полного исчезновения радиоактивных отходов. Как только мы работаем с радиоактивными веществами, что бы мы с ними ни делаем, мы так или иначе производим новые радиоактивные отходы. Да? То есть мы можем их сконцентрировать, уменьшить объем, но полностью избавиться от них мы не сможем. Мы, опять же, можем уничтожить или переработать, выделить и дожечь, трансмутировать долгоживущие компоненты, но короткоживущие радиоактивные отходы останутся. Но надо понимать, что радиоактивные отходы, в чем их особенность? В том, что они распадаются. То есть процесс радиоактивного распада, он конечен. Через некоторое время эти радиоактивные отходы, особенно с коротким периодом полураспада, то есть которые живут мало, через некоторое время они перестанут быть радиоактивными. И в этом особенность радиоактивных отходов. Они рано или поздно перестанут быть опасными.